Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Спорт с Вадимом. Мы с вами продолжаем рубрику «Легенды спорта и боевых искусств». В сегодняшнем выпуске мы поговорим о Жан-Клоде Ван Дамме. Погнали! Жан-Клод Ван Дам. Американский актер, режиссер, сценарист, постановщик боевых сцен, продюсер бельгийского происхождения, культурист и мастер боевых искусств. Жан-Клод Ван Дам родился 18 октября 1960 года в бельгийском муниципалитете Беркем-Сент-Акад брюссельского столичного региона. Его отец был бухгалтером и владельцем цветочного магазина. Его отец из Брюсселя, а мать фламандка. Говорит по-голландски. Он отдал сына в школу карате в возрасте 10 лет. С 12 лет Ван Дам продолжил занятия под руководством Клода Кетца. Помимо карате, Ван Дам владеет также еще 4 видами боевых искусств: кикбоксингом, муай-тай, кунг-фу и тхэквондо. Также в течение 5 лет занимался классическим балетом. В юности открыл тренажерный зал, который назывался California Gym. Рост Ван Дамма составляет 177 сантиметров. Ван Дам предпочитает классическую музыку. Его любимый композитор – Бетховен. Кроме английского и родного нидерландского, владеет также французским и немецким языками. В 16 лет Жан-Клод Ван Дам занял первое место в сборной Бельгии по карате, в составе которой стал чемпионом Европы и получил черный пояс. После этого он продолжил выступления на различных турнирах и в 1979 году встретился с американским кикбоксером Шерманом Бергманом, совершив поединок нокаутом на 59-й секунде. В следующем году одержал победу над чемпионом Великобритании Майклом Хеммингом. Общий рекорд Ван Дамма – 20 побед и 2 поражения. В начале 80-х годов Ван Дам был спарринг-партнером Чака Норриса. С 2009 года не раз высказывался о намерении провести поединок против олимпийского чемпиона 1996 года по боксу, бойца муай-тай и кикбоксера Сомлука Камсинга. Свою первую полноценную роль Ван Дам получил в фильме «Не отступать и не сдаваться», сыграв русского бойца Ивана Крашинского. Из-за трудностей при произношении имени Жан-Клод Ван Варенберг сменил имя на Жан-Клод Ван Дам в память об умершем друге. Изначально Ван Дам должен был исполнить роль хищника в одноименном фильме, который по изначальной задумке создателей должен был владеть боевой техникой, схожей с восточными боевыми искусствами, но был заменен на другого актера, Кевина Питера Холла. По официальной версии, причиной замены была смена концепции хищника на физическую мощь. Рядом с высокими атлетами от Эда Татча относительно невысокий Ван Дам выглядел малоубедительно. Однако также снимавшийся в фильме Джесси Вентура поведал, что причиной выхода Ван Дамма из проекта стал конфликт с одним из руководителей съемочной группы, дошедшей до потасовки. С большим трудом попав в офис знаменитого продюсера Менахема Колана. После долгих уговоров никому неизвестный Ван Дам получил роль в фильме «Кровавый спорт», сценарий которого уже 2 года былился у продюсера. Впервые фильм был показан в Малайзии
затем во Франции и только потом в США. Во всем мире фильм получил огромный успех, собрав в общей сложности свыше 30 миллионов долларов при бюджете в чуть более 1 миллиона. Успех кровавого спорта незамедлительно сделал Ван Дамма новой звездой боевиков. Его образ в фильме послужил прообразом для персонажа Джонни Кейджа в компьютерной игре Mortal Kombat. Глядя на него, молодые люди по всему миру шли в секцию карате и начинали заниматься спортом. Последующие фильмы Ван Дамма: Киборг, Кикбоксер, Самоволка, Ордер на смерть и Двойной удар лишь закрепили его успех. Набираясь опыта и работая над собой, Ван Дамм стал получать роли в фильмах А-класса: «Универсальный солдат», «Трудная мишень», «Некуда бежать» и «Патруль времени». Таким образом, уже скоро он встал в один ряд с такими звездами боевиков, как Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер, а его гонорар вырос до 8 миллионов долларов. В некоторых фильмах из-за французского акцента и бельгийского происхождения актера его герои имеют французское происхождение: Люк Деверо, Крис Дюбуа, Ченс Путро, Леон Кадье, Ален Лефевр, Филипп Саваш и Шан Вилен. В конце 90-х жанр боевика начинает терять популярность, и после ряда удачных ролей в карьере актера начался затяжной спад. Фильм «В поисках приключений», вышедший в 1996 году, стал режиссерским дебютом Ван Дамма, для которого он также написал сценарий и выступил продюсером. Однако фильм едва окупился в прокате. Не увенчались большим успехом и вышедшие следом фильмы: «Внезапная смерть», «Максимальный риск», «Колония» и «Взрыватель». Фильмы «Легионер», «Репликант», «В аду» и «Пробуждение смерти», несмотря на рост актерских способностей Ван Дамма, также не снискали должного успеха. В 2008 году вышла псевдореалистичная драма «ШКВД», в которой актерская игра Ван Дамма получила высокие оценки от критиков. Задуманный как фестивальный фильм, ШКВД стал первым за 10 лет фильмом актера, вышедшим в кинотеатрах, хоть и в ограниченном прокате. Это обратило внимание прессы на фигуру актера. В январе 2010 года вышла третья часть знаменитого фантастического боевика «Универсальный солдат». «Универсальный солдат 3. Возрождение». Главные роли в картине исполнили звезды первого фильма Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен. Несмотря на выпуск на видео, фильм получил в основном положительные отзывы от зрителей и критиков, похваливших постановку боев и общую динамичность сюжета. В 2010 году Ван Дамм принял участие в озвучивании мультфильма «Кунг-фу Панда 2», где его голосом заговорил персонаж Мастер Крок. Наконец, 29 июля того же года в кинотеатрах США в ограниченном прокате вышел экшн-триллер «Игры киллеров», позднее вышедший в кинотеатрах России и Украины. Это первый за 10 лет фильм Ван Дамма, вышедший в столь широкий прокат. Фильм получил смешанные рецензии, но немного реабилитировал актера в глазах зрителей, позволив ему вновь получить доступ к фильмам класса А. Так, в 2012 году состоялась премьера сиквела ветеранской экшн-саги Сильвестра Сталлоне «Неудержимые 2», в котором Ван Дамм исполнил роль главного злодея. Лидеры отряда боевиков кровожадные, которые противостоят героям. Фильм стал успешным, собрав в кинотеатрах свыше 300 миллионов долларов, став таким образом самым кассовым фильмом с участием Ван Дамма. Его игра была высоко оценена критиками, принеся актеру победу в номинации «Лучший злодей» 2012 года от престижного журнала Премьер Франс.
Жан-Клод Ван Дам является отцом 3 детей. Сына Кристофера и дочери Бьянки от супруги Глэдис Португес, а также сына Николаса от брака с Трасси Ляльер. После развода с Трасси начал употреблять кокаин, однако нашел в себе силы бросить пагубную привычку, пройдя в клинике курс лечения от наркозависимости. Состоит в дружеских отношениях с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и многократным чемпионом мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе Федором Емельяненко. 5 октября 2011 года вместе с актрисой Хилари Свонг, скрипачкой Ванессой Мэй и певцом Силом принял участие в праздновании Дня города Грозного. Несмотря на уговоры Human Rights Watch бойкотировать данное мероприятие, чем вызвал критику организации в свой адрес. У меня на этом все. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал и группу ВКонтакте. Ставьте лайки, пишите в комментариях, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Данное видео вы можете смотреть и в моем инстаграме. С вами был канал Спорт с Вадимом. Всем пока!